Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Каждому свое». Сегодня у нас очень экстремальный выпуск, так как сегодня мы с Леной и со Штормом приехали испытывать землянку на морозы. В нашей Самарской области всю неделю обещают морозы до минус 25 градусов. И по этому случаю мы приехали в землянку со Штормом и с Леной, взяли с собой всяких вкусняшек, конечно же, которые будем готовить. Приехали мы в нашу землянку еще вчера вечером. Снимать ничего не стали вам показывать, потому что дорога сюда была очень тяжелая и было очень холодно. Ну а к сегодняшнему утру мы уже более-менее отогрелись, протопили печку. И сейчас будем завтракать и заниматься всевозможными бытовыми делами. А делов здесь, как сами знаете, очень много. И да, чуть не забыл вам упомянуть о том, что сегодня вечером к нам еще, конечно же, приедет Николай. Изначально в планах у нас было сделать вентиляцию на той стороне землянки. Мы даже купили с собой трубу специальную, двухметровую. Но как я сюда приехал, посмотрел, что здесь творится. Здесь просто мороз, все покрылось инеем. Вон даже, как можете видеть, дерево, которое рядом с трубой, оно все просто покрытое инеем. Ну и все остальное также здесь. Все деревья. Может быть, на камеру не так, конечно, видно. Но поверьте, на улице очень холодно. Поэтому я не знаю, будем ждать Колю и решим. И поэтому пока не знаем, что делать с вентиляцией. Наверное, или оставлять ее до весны, потому что сейчас в такие морозы, конечно же, вряд ли у нас получится откопать там яму. И это нужно долбить ломом. И да, чтобы вы поверили, что я не обманываю о том, что у нас сейчас такой сильный мороз, я сейчас вот здесь вот ставлю фотографию, которую сделал вчера вечером, когда мы с Леной сюда добирались, зашли в землянку, и я сделал фотографию нас двоих. Какие мы были. Конечно, видок так себе. Сейчас нужно наколоть дрова, потому что мы вчера почти всю сосну сожгли, а сосны у нас почти не осталось. Нужно вот ее наколоть. И с помощью нее вот мы будем топить печку, потому что береза сыроватая у нас и тяжело схватывается. Вот. И да, чуть не забыл вам сказать о том, что в землянке, пока нас не было, были гости. Все расскажу, когда лучше зайду туда внутрь. Гости оставили даже кое-какие презенты, подарки для нас. Ну, не для нас, а для этой землянки, чтобы все пользовались. Очень полезные вещи. Давайте сейчас зайдем, а то уже у меня даже телефон выключается на морозе. Пойдемте. Домовенок наш, вот как видите, на месте. С ним все хорошо, все в порядке. Печку мы ему затопили, согрелся. Чувствует себя хорошо. И, кстати, мы подумали над именем и решили все-таки оставить ему имя Кузя. Мы думаем, что ему это имя идет. Пришло время заглянуть нам с вами в наш журнал посещений, тетрадь записей, которую мы оставили в нашей землянке. Посмотрим, кто ее посещал за то время, пока нас здесь не было. Так, а записи, конечно же, тут есть. Так, ну это Андрей с канала «Будни путешественника» посещал. А дальше уже какая-то новая запись. Да, Шторм? Большое спасибо за гостеприимство. Домик как в сказке. Уютный, теплый и красивый. Миша, Оля, Андрей и верный пес Джуди. Шторм, тут какой-то новый товарищ твой приходил без тебя. Джуди зовут.
Далее, очень интересная и большая запись. Зачитаю ее вам всю, потому что она, ну, для нас она очень полезная и важная. Думаю, и вам она очень понравится. 27 на 28, 11, 23. С ночевой человек здесь был, оставался. Нашел я, наконец, эту чудесную землянку. Пришел не с пустыми руками. Принес контейнер для продуктов. Достаточно большой и вместительный контейнер человек нам оставил. Чтобы до них не добрались мыши. Ну да, все правильно, он закрывается плотно, герметично. Все верно. Надеюсь, пригодится. Еще как пригодится. Также принес походную аптечку для лекарств на экстренный случай болезни или травмы. Слушайте, вообще человек здорово. Давайте откроем, посмотрим, что там за такая специальная аптечка. Ух, какая модная. Такой очень интересный кейс, чтобы здесь всякие медикаменты оставлять. Верну ее обратно в контейнер и будем ее периодически с вами пополнять всякими нужными лекарствами. А также пасту для очистки рук. Но смотрю, у вас она уже есть. Ну да, паста у нас есть, но лишней, конечно же, здесь не будет, потому что руки, сами знаете, очень быстро здесь пачкаются золой. Что меня поразило, также добротно. Что меня поразило, это как же добротно и основательно собрана землянка. Спасибо большое. Особенно жерди на крыше. Это просто идеальная крыша. Вот, чтобы вам всем зрителям было видно наглядно, о какой крыше идет речь. Ну, здесь жерди у нас тонкие, как люди знают, которые изначально смотрели, как мы строили эту землянку. Но они прям вплотную друг к дружке у нас. И очень красиво. И видите, посетителям нравится такой дизайн. Огромная благодарность всем тем, кто принимал участие в строительстве этого чуда. И всем хозяевам и гостям землянки желаю изобилия, положительных эмоций, благополучного времяпровождения здесь. Это написал Андрей, который оставался здесь с ночевой. Заочно мы с этим человеком уже знакомы. Лично пока еще не успели познакомиться. Но, как вы видите, человек очень надежный и приветливый. Андрей, если смотришь это видео, мы тебе, конечно же, здесь очень рады. Приходи, посещай наше строение, нашу землянку. Приходи, ждем. И спасибо за подарки. Всем приветик. Мы вчера приехали в землянку очень поздно. Было очень холодно. Выбирались, конечно, прям не без приключений. Сегодня еще ночью такой мороз был. Вот. Поэтому даже ничего не снимали. Переживали за шторм, чтобы он ножки не заморозил. Вот. Сегодня мы с ним стараемся не выходить сегодня с утра на улицу. Достаточно холодно там. Мы сегодня с ним по кухне готовим яичницу. Сейчас у нас варится кофе. Вот, будем завтракать. Юра колет дрова. Будем сейчас поднимать боевой дух. А то погода, конечно, тяжелая. Вот, ждем Николая. Сегодня у нас будет вкусный ужин, обед. Вот. Будем отдыхать. Ребята попробуют что-нибудь поделать, конечно, по землянке. Но такая погода, конечно, я не знаю, что у них получится. Тем более за землянкой. Вот. На улице.
потому что сейчас уже показывает. Мы вынесли термометр, посмотри, сколько сейчас. По прогнозу минус 25, но мне кажется, там больше, потому что на улице находиться очень тяжело. Что? Да. Что ты хочешь сказать? Вот. Всем привет. Звезда пришла. У него сегодня такая курточка была, он шел в флисовом таком костюме, поэтому не замерз, успел, лапки мы ему согрели. Пришел, сразу в спальник залез. Всем приятного аппетита. Мы уже не выдержали, налетели, уже даже иногда забываем, что надо что-то освещать. Стоп, ты корм покушал. Что, ты печеньку хочешь? Будешь печеньку? Нарубили сейчас дрова. Шторм он дрыхнет вовсю, согревается. Я с ним тут его жопу грею. А Лена готовит вкусный обед. Как раз таки к приходу Николая. Сейчас уже ждем. Скоро Коля придет. Ждут все. Даже наш домовенок Кузя следит в окно, смотрит. Кто там? Что? Кто там? Открывай. Здорово, друг. Как мы, Коль, рады. Шторм, да свои это, свои. Че, Колю не узнаешь, что ли? Это свои. Свои это. Че? Как дошел? Такого экстрима не было никогда. Лена, привет. Привет, друг. Ты не узнал меня? Правильно. Мы с тобой видимся раз в год, потому что... Вот, наконец, мы снова в нашей землянке, все вместе, всем большим составом собрались. Лена нам приготовила очень разнообразный и вкусный ужин, салат из крабовых палочек, картофель запеченный и курочку, пожаренную на сковородке. Коля принес сладости, вкусный чай, а Шторм принес нам хорошее настроение. Он первый раз, кстати, здесь.
Да. скрашивает наш, так скажем. Вот так. Времяпрепровождение. Давайте, наверное, будем ужинать. Да, приятного аппетита. Всем приятного. Собираемся домой. Все завалено снегом. Вот. И ничего мы не смогли толком сделать. Только вот у лежака подпилили ножки. И по уровню выставили их. Ну и все. А так, вкусно кушали. Фоткались. В общем, отдыхали. Дышали свежим воздухом. Выживали. Да, погода свои коррективы в эту нашу поездку внесла. Решила, что никаких мы вытяжек сегодня, приточек и вытяжек делать не будем. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Пока.